Никто не понимал, почему эта собака не хотела покидать неизвестную могилу, но когда могилу вскрыли, произошло нечто невероятное. Было воскресное утро, солнце уже разогнало тучи на небе и освещало кладбище Хоуп-Виллидж своими золотыми лучами. Пели птицы, возвещая о начале нового дня, и деревня начинала просыпаться. Молодая девушка по имени Луиза решила посетить могилу своей матери, чтобы засвидетельствовать свое почтение и поговорить с ней, как она обычно делала по выходным. С букетом свежих цветов в руке девочка шла по узким кладбищенским дорожкам, окруженным надгробиями и деревьями, пока не добралась до места упокоения своей матери. Луизе было 17 лет. У нее были длинные каштановые волосы и выразительные глаза, в которых отражалась ее нежная и заботливая душа. Она жила в деревне с рождения и была известна своей добротой и любовью к животным. Ее мать Хелена умерла 5 лет назад от редкой болезни, оставив огромную рану в сердце дочери. Она была сильной, мудрой и любящей женщиной, которая всегда была рядом со своей дочерью, поддерживая и направляя ее. Именно благодаря ей девочка узнала о важности любви и уважения к животным и природе, поскольку она была единственным ветеринаром в городе и начинающим защитником окружающей среды. После смерти Хелены Луиза взяла за правило навещать ее могилу каждые выходные, принося с собой розы и свое сердце, полное тоски. Она верила, что, поступая так, она сохранит память о своей матери и почтит ее наследие. Затем она подошла к могиле своей матери, и все казалось таким же нормальным и мирным, как всегда. За исключением одной вещи. Луиза заметила присутствие Лояла, который был всего в нескольких метрах от нее. «Эй, приятель, что ты здесь делаешь?» Она ласково поговорила с собакой. Лоял был собакой, которая бродила по деревне. Он очень уважал девочку, так как Хелена присматривала за ним, когда он был еще щенком, а Луиза практически выросла вместе с ним. Несмотря на то, что они были друзьями, пес жил на улице, так как ему нравилось быть на свободе, и его знали и любили все местные жители, которые часто предлагали ему еду и ласку. Пес был дружелюбным и игривым животным, которое покоряло людей своей преданностью и заразительной энергией. Несмотря на то, что у пса не было постоянного дома, он любил сообщество, которое заботилось о нем и давало ему безопасность и привязанность, которых он заслуживал. Лоял был символом надежды и любви для жителей, которые видели в нем друга и компаньона для всех. Но в тот день он был другим, лежал рядом со свежевырытой могилой, его глаза были настороженными, как будто он был на задании. Заинтригованная поведением собаки, Луиза наблюдала за ее движениями и напряженным телом, как будто она была настороже, и она тихонько рычала, выражая свой дискомфорт при любом ее приближении. Поскольку она любила животных и чувствовала сильную связь с собакой, она поняла, что с Лоялом что-то не так. Она старалась подходить к нему медленно, чтобы не напугать его и не угрожать могиле, которую он охранял. Когда она приблизилась, девушка наклонилась и протянула руку, предлагая подруге понюхать его и познакомиться поближе. «Привет, Лоял. Это я, Луиза. Я не причиню тебе вреда», — сказала молодая женщина ласковым голосом. Пес, несмотря на свою защитную позицию, узнал девушку и позволил ей остаться, но не слишком близко. Он смотрел на нее растерянными и умоляющими глазами, как будто пытался сообщить что-то важное. Девушка, почувствовав дискомфорт собаки, почувствовала, как сжалось ее сердце, и поняла, что должна осмотреть могилу. Затем она медленно приблизилась, но, услышав рычание Лояла,
остановилась. Но даже несмотря на это, оттуда можно было прочитать имя, выгравированное на самодельном надгробии. Руан, неизвестное имя, которое не принадлежало ни одному жителю деревни. Именно тогда молодая девушка заметила, что трава вокруг могилы была взрыта, и Луиза увидела отпечаток ноги животного, как будто оно копало там, пытаясь до чего-то дотянуться. Обеспокоенная девушка обратила свое внимание на Лояла, который по-прежнему переводил взгляд с нее на могилу. Только через несколько минут ей удалось погладить собаку, пытаясь успокоить ее и пообещать, что она выяснит, что происходит. В этот момент она достала свой мобильный телефон и позвонила человеку, ответственному за кладбище, сообщив о странном поведении собаки. «Да, приезжай скорее. Здесь что-то не так», — сказала она дежурному. Как только служащий Джозеф прибыл на место происшествия, он заметил волнение Луизы и необычное поведение Лояла. Джозеф был высоким мужчиной средних лет с большим опытом работы на кладбище. Он знал, что собака никогда раньше не проявляла агрессии, поэтому ситуация была действительно интригующей. Итак, он спросил: «Луиза, что здесь происходит? Почему он так взволнован?» «Я не знаю, сэр. Он не хочет никого подпускать к этой могиле. Похоже, он пытается защитить это от чего-то или от нас», — сказала молодая женщина. Мужчина посмотрел на могилу, а затем на собаку, пытаясь понять ситуацию. Затем он решил подойти к надгробию, чтобы посмотреть, кому оно принадлежит, но собака лаяла не переставая. «Эй, успокойся, Лоял. Это я, Джозеф. Я здесь, чтобы помочь, приятель». Однако по мере того, как мужчина приближался к могиле, животное становилось все более агрессивным. Оно оскалило зубы и громко зарычало, давая понять, что никому не позволит приблизиться к себе. Джозеф немедленно остановился, удивленный и обеспокоенный его реакцией. Затем он сказал: «Луиза, я никогда не видел, чтобы он так себя вел. Здесь происходит что-то очень странное. Я тоже так думаю. Думаю, нам придется позвонить в полицию и попросить о помощи. Возможно, в этой могиле есть что-то важное, что Лоял пытается нам показать», — сказала девушка. Мужчина согласился с предложением, и они решили обратиться в полицию. Пока они ждали, напряжение в воздухе росло, и его можно было почувствовать. Лоял не сводил глаз с могилы, и он стоял на страже, как будто знал, что что-то не так. С прибытием полиции жители деревни начали собираться на кладбище, потому что в таком маленьком городке, как этот, новости были повсюду. Всем было очень любопытно узнать, что происходит. Пес, полный решимости охранять могилу, твердо стоял на своем месте, казалось, ожидая развития событий. Но никто не мог себе представить, что произойдет дальше. Полицейские с серьезными лицами подошли к Луизе, Джозефу и Лоялу, готовые выслушать, что побудило их позвонить им. «Доброе утро, друзья. Во время разговора вы сказали, что здесь происходит что-то странное. Не могли бы вы рассказать нам, что произошло? Итак, джентльмены, здешний пес крайне агрессивен по отношению к этой могиле. Он никого не подпускает к ней и, похоже, пытается что-то защитить. Поскольку там остались следы от его раскопок, мы сочли за лучшее вызвать вас, чтобы вы разобрались в ситуации», — сказал работник кладбища. Пока полицейские разговаривали с девушкой и Джозефом, жители деревни размышляли о том, что могло произойти. Они перешептывались между собой, обмениваясь теориями и предположениями. Может быть, там зарыто что-то ценное? Может быть, какое-то спрятанное сокровище? Я не знаю. Лоял никогда не был таким агрессивным псом. Должно быть, он почувствовал что-то неладное в той могиле. Возможно, это было что-то более серьезное, например, наркотики. Поэтому полицейские решили приблизиться к надгробию, внимательно следя за реакцией собаки. Они попытались поговорить с животным, успокоить его и завоевать его доверие. «Полегче, приятель. Мы здесь, чтобы помочь.
Давай посмотрим, что происходит, хорошо?» Лоэл, все еще чувствуя себя немного неуютно и осознавая присутствие всех этих людей, продолжал рычать, как будто хотел отослать их всех прочь. В то же время полицейские переговаривались друг с другом. «Нам понадобится постановление суда на эксгумацию тела и исследование могилы. Тем временем нам нужно изолировать этот район», — сказал один из них. Поэтому они попросили жителей разойтись, чтобы обеспечить всеобщую безопасность, в основном из-за опасений, что собака нападет на них. Луиза и Джозеф с беспокойством наблюдали за происходящим, в то время как Лоял оставался начеку у могилы. Среди жителей деревни росло нетерпение. Они с нетерпением ждали ответов. История о собаке и ее решимости защитить могилу Руана, человека, которого никто не знал, распространилась по деревне, вызывая всеобщее любопытство. После нескольких часов ожидания полиция, наконец, получила необходимое разрешение суда, чтобы раскопать могилу и выяснить, что, черт возьми, находится в ней. Поскольку территория была изолирована, а местные жители наблюдали за происходящим издалека, они приготовились начать раскопки. Это было самое напряженное время. Когда офицеры взяли свои инструменты и начали копать, Лоял лаял не переставая. Пес казался все более возбужденным и обеспокоенным тем, что должно было произойти. Луиза держала собаку на руках, так как она была единственным человеком, которого он подпускал к себе. иди сюда, Лоял», — сказала она, обнимая собаку, чтобы она не убежала и не набросилась на мужчин, которые копали могилу. Девушка и Джозеф обменялись нервными взглядами, гадая, что же там могло скрываться, что вызвало такую реакцию у животного. Напряжение росло с каждым движением лопаты, и жители собирались группами, обмениваясь идеями и теориями о том, что происходит. Напряжение было очевидным, и все взгляды были прикованы к могиле, ожидая момента, когда ее обнаружат. Собака, верный спутник деревни, продолжала лаять, словно умоляя полицию действовать осторожно. Любой, кто заглянул бы в его маленькие глазки, увидел бы в них страх и беспокойство. «Будь осторожен!» — кричали люди. Полиция, понимая серьезность ситуации и беспокойство людей, работала усердно, но осторожно, чтобы не повредить какие-либо возможные улики. С каждым снятым слоем земли тайна становилась все более загадочной, что еще больше возбуждало любопытство всех, кто наблюдал за необычной сценой. Никто и представить себе не мог, что произойдет в этой могиле. Затем, после нескольких часов тяжелой и тщательной работы, мужчины, потные и запыхавшиеся, наконец добрались до гроба. Солнце стояло высоко в небе, и жители деревни столпились вокруг могилы, с опаской наблюдая за каждым движением полицейских. Ропот и предположения только усиливали напряжение, повисшее в воздухе. Облака медленно плыли, и ветер колыхал листья деревьев вокруг кладбища, как будто природа тоже хотела, чтобы тайна была раскрыта. Полицейские, осознавая важность своей работы и бдительность местных жителей, глубоко вздохнули, прежде чем открыть крышку гроба. «Давайте будем осторожны. Мы не знаем, что здесь найдем», — сказал один из полицейских. «Хорошо, мы готовы». Они обменялись напряженными взглядами и, наконец, медленно подняли крышку гроба, отчего в воздухе стало еще тяжелее от предвкушения. В этот момент Лоял громко залаял, словно предупреждая всех о том, что вот-вот должно было открыться. Горожане затаили дыхание, а некоторые перекрестились, опасаясь худшего. Луиза и Джозеф обменялись встревоженными взглядами, гадая, что же было найдено в могиле. «Кто-нибудь, ради бога, скажите нам, что происходит!» — кричали они.
Когда они подняли крышку гроба, перед полицейскими предстала сцена, которую они никогда не забудут. Их глаза расширились, а выражение шока на лицах сменилось недоверием за считанные секунды. «Боже милостивый, этого не может быть!» — воскликнул один из полицейских, а другой обратился к толпе. «Кто-нибудь срочно вызовите скорую!» Выражение ужаса на лицах мужчин заставило жителей деревни переглянуться, опасаясь того, что должно было произойти. Всем не терпелось узнать, что же было обнаружено в могиле. Интересно, что там внутри? Я никогда не видел такого испуганного выражения на лице полицейского. Я не знаю, что бы это ни было. Это должно быть что-то очень серьезное. Собака в ужасе. Слова, которыми обменивались люди, усилили напряжение, когда подъехала машина скорой помощи, сирены которой эхом разносились по всей деревне. Лоял продолжал лаять и рычать, словно отчаянно желая, чтобы кто-нибудь понял его предупреждение. Когда прибыла скорая, полицейские уступили дорогу спасателям, и в этот момент открылась правда. Внутри гроба находился молодой человек лет 18, бледный и явно потрясенный. Он был связан, а во рту у него был кляп. Его широко раскрытые глаза излучали ужас. Все жители деревни Хоуп-Лоял были потрясены и потеряли дар речи. Открытие было настолько невероятным, что потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать реальность происходящего. Это чудо, что он жив. Как такое возможно? Лоял спас жизнь этому мальчику. Этот пес — герой. Волнение охватило деревню. Люди обнимали друг друга, плакали и благодарили Бога за чудо, свидетелями которого они стали. Спасатели быстро извлекли молодого человека из гроба, в то время как полицейские пытались успокоить толпу и поддержать порядок. «Нам нужно вывести его отсюда. Давайте проверим его жизненные показатели и доставим его в больницу», — сказала медсестра. «Да, мы должны быть осторожны». «Он мог быть травмирован», — добавил другой. С величайшей осторожностью они вытащили мальчика и положили его на носилки. Лоял, увидев, что молодому человеку оказывается помощь, наконец успокоился. Он спрыгнул с колен Луизы и не отходил от мальчика ни на шаг. Девочка со слезами на глазах наблюдала за этой сценой и недоумевала, как все это произошло. Она посмотрела на своего друга и поняла, каким храбрым и решительным был пес. И она закричала: «Лоял, ты невероятный! Ты спас жизнь этому мальчику! Мы будем вечно благодарны вам за ваше мужество!» Пока молодого человека везли в больницу, животное бежало за машиной, и все это время оставалось за пределами больницы. Жители деревни переговаривались между собой, все еще пытаясь понять, что произошло. Вопросов становилось все больше. Кто был этот мальчик? Почему его похоронили заживо? Как Лоял узнал, что он там? Оказалось, что в другом городе, в сотнях миль от деревни, жил миллионер по имени Роберт. Он владел крупной технологической компанией и сколотил свое состояние из ничего. Однажды бизнесмен получил неожиданное и зловещее предложение — сделка с опасной бандой, действовавшей по всей стране. Мафиози хотели, чтобы Роберт помог им украсть деньги из его компании, но он категорически отказался и пригрозил заявить на них в полицию. Группировка, разъяренная поведением этого человека, решила отомстить. Они похитили его сына Руана, 18-летнего юношу, и потребовали миллионного выкупа. Отчаявшись, отец сделал все, что мог, чтобы спасти своего мальчика, и согласился заплатить требуемую сумму. Однако во время обмена бандиты забрали деньги и скрылись с Руаном, доказав, что они были серьезны, когда говорили, что он пожалеет об этом. Преступники отвезли мальчика в тихую деревушку Хоуп и, проявив крайнюю жестокость,
похоронили его заживо в могиле на местном кладбище. Они отправили Роберту фотографию гроба в качестве доказательства того, что они сделали, и чтобы показать, что они не валяли дурака. Опустошенный, бизнесмен испытывал смесь отчаяния, бессилия и гнева. Он организовал поисковые группы и предложил награду в $1 миллион любому, кто найдет его сына, но улик было мало, а время поджимало. Тем временем в деревне Хоуп-Лоял пес, которого любили все жители, был свидетелем всех действий преступника. Он спрятался среди деревьев и наблюдал, как бандиты хоронили Руана. Единственная причина, по которой он ничего не предпринял, заключалась в том, что он понимал, что они опасны. После того, как они ушли, пес подошел к могиле и даже попытался ее раскопать, но это было бесполезно. Поэтому он попытался защитить мальчика, думая, что поступает правильно. Наконец, после того, как его спасли и он очнулся в больнице, Руан смог прийти в себя настолько, что дал номер телефона своего отца. Когда Роберту позвонили и сообщили, что его сын все еще жив и в безопасности, он не смог сдержать слез облегчения и благодарности. Он немедленно отправился в деревню, чтобы встретиться с мальчиком, и лично поблагодарил общину и собаку по кличке Лоял за спасение жизни его сына. Приехав туда, бизнесмен был взволнован, увидев любовь и преданность собаки, которая все это время оставалась рядом с молодым человеком. «Так это ты, приятель, ты спас моего сына», и обнял животное. Отец выразил желание усыновить Лояла и взять его домой как члена своей семьи, но когда они садились в машину, пес посмотрел на людей в своей деревне, которых он так сильно любил, и предпочел остаться там. Если бы он мог говорить, он был бы благодарен, но не хотел покидать своих любимых жителей деревни. Он знал, что его место там, где он вырос, и где все его приветствовали. Несмотря на это, Роберт, глубоко тронутый мужеством Лояла, а также добротой и солидарностью жителей деревни, решил вознаградить их. Он пожертвовал деревне крупную сумму денег и вложил средства в строительство современного общественного центра с библиотекой, площадкой для спортивных и культурных мероприятий и нового медицинского центра. Цель состояла в том, чтобы улучшить качество жизни жителей и обеспечить более светлое будущее для детей и молодежи общины. Жест миллионера принес еще больше единства и радости в Хоуп-Виллидж. Люди собирались вместе, принимали участие в мероприятиях и праздновали жизнь. А Пес Лоял продолжал оставаться великим героем и стражем деревни, всегда вызывая всеобщую привязанность и восхищение. Роберт также стал защитником прав животных и начал инвестировать в организации, которые заботились о брошенных животных и защищали их. Опыт общения с собакой оставил неизгладимый след в его сердце, и хотя жизнь большинства жителей этого маленького городка вернулась в нормальное русло, они никогда не забудут тот день, когда верный пес спас жизнь молодому человеку и изменил судьбу целого сообщества. Если вам понравилась эта история, то, несомненно, следующее видео, которое появится на вашем экране, тоже растрогает вас. Не забудьте подписаться на канал, поставить большой палец вверх и активировать колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить ни одного из наших следующих видео.